друзья, просили показать, как мы гуляем с Рокси. Вот так мы гуляем с Рокси. Привет, намасте, мираба. Я на станции Отогар, станции трамвайчика. И я опять еду в Кемер. Правда, поздновато опять. Я не зарядил все свои аккумуляторы камеры вчера. Пришлось заряжать с утра. Свет в конце тоннеля. Сегодня солнышко хорошее, тепло. Надо шляпу одеть. А вот и автовокзальчик справа. Уже здесь начинается сразу около выхода из метро. Наверное, можно назвать его метро. Такое маленькое анталийское метро. И даже станция здесь вот эта подземная. Станция Отогар. Есть хочу, не позавтракал. Наверное, куплю семит. Что еще? Айранчик. Да. На этот раз я еду в автобусе. Вот с такими жестко установленными спинками кресел. Вот я и в Кемере. Приехал поздновато, я уже, друзья, сегодня в Фазелис не поеду, потому что выехал я опять поздно. С вечера не зарядил камеры свои и вот эти все батарейки для дрона. Встал в 8 утра и закончил это все заряжать, наверное, часов в 11. И пока я добрался сюда, до Кемера, вот уже сейчас второй час дня, поэтому, наверное, на Фазелис специально я выделю еще один день. А сюда вот приехал просто погулять. Посидеть, сейчас где-нибудь поем, потому что я еще сегодня по-нормальному не ел. Что-то там перехватил на автостанции. Съел один семит. Семитик, вот этот бублик и стаканчик йогурта. Вот вся моя еда. Видите, друзья, сейчас здесь уже сезон, уже не так пустынно, как когда я приезжал сюда первый раз. Я тогда просто офигевал, почему в Кемере никого нет вообще. Пустой город. Но сейчас здесь оживленно. Вот какие-то кафе. Здесь прямо целый фудкорт такой небольшой. Давайте посмотрим, что тут есть. Такой дворик. Дворик, где находятся всякие разные едальни. Едальни. Вот какая-то едальня. Посмотрел менюшку. Туристические цены. Супчик чорба за 45 лир. Не. Пойдем что-нибудь другое найдем подальше. Супчик у нас стоит 15 лир. Там около дома моего. На пляже, здесь есть такой пляж, называется Moonlight Beach. Пляж Лунный свет. Вот там очень хорошее кафе, правда там тоже не дешево, но очень вкусно было. Смотрите, какие красавицы с дредами. Супер. Это да. Мне нравится. Площадь, башенка с часами. И здесь тоже есть кафе, кстати. Вот под башней с часами. Но это тут, наверное, самое крутое кафе считается. Вот это где башня с часами и кафе. Тут вино продают. Тут настоящий ресторан, прямо не просто кафе. Да. Вот видите, какой. Сегодня не очень ветрено, кстати. Я сейчас ехал в автобусе, со мной ехала группа ребят какие-то англоязычные. И вот они так вот, когда стали подъезжать к Кемеру уже, к центру, этот коммерческий центр, они с таким восторгом смотрели в окно, говорили: вау, как это круто здесь. Прямо Амстердам настоящий. Как Амстердам. Я не знаю, похоже это на Амстердам или нет. Друзья, кто был в Амстердаме, напишите. Есть сходство у Кемера с Амстердамом. Ну и цены все тоже тут в евро. Вот на этой улице сейчас рубашки висели по 10 евро за рубашку. Сколько это? 160 турецких лир. Ну, в принципе, наверное, в каком-то бутике здесь, в магазине, рубашки так и стоят. Это примерно 150-160 лир за хорошую рубашку. Интересно, что на улице, вот видите, такая улица и однотипные дома. Прямо целый ряд почти однотипных домов. И справа, и слева. И вот так вот идешь, и практически одинаковые домики. А вот какое-то кафе большое. Я хочу маленькое кафе какое-то найти. Вот здесь фотоателье, смотрите. Можно сфотографироваться на что-нибудь, я не знаю, там на вид на жительство. Охотничий магазин. Смотрите, ружья какие-то. Настоящие? Да, похоже, настоящие. Вот такие жилетки. Прикольные жилетки для походов.
245 лир стоит вот такая жилеточка. Ну, огромная. Вот такая жилеточка. Не сезон, конечно, для них сейчас. На будущее есть. Вот тоже для охотника, смотрите. Патроны сюда можно вставлять. Не люблю я вот это все охоту, оружие. Вот уже прошел несколько раз туда-обратно. Так и не нашел какое-то приемлемое место, где можно что-то поесть. Вот закончился рынок, и там начинаются дальше отели. И, собственно, уже ничего нет. Видите, опять пусто, одни машины. Это я уже устал ходить. Это реально просто посидеть, сесть по дороге, посидеть на какую-то скамейку негде. Здесь надо вот в такое крутое кафе заходить, там что-то заказывать, там все дорого, как в Амстердаме, реально. В супермаркет зашел. А101, наверное, мороженого. Куплю, захотелось мороженого. Маленькое. О, самое маленькое мороженое. Да. Вот айран. О, 2,5 литра, 23 лиры стоит. Вот это очень классная штука, айранчик. Это настоящий айран. Вот то, что во Владивостоке продают у нас под названием айран. Вот после этого айрана вы уже не будете воспринимать как настоящий айран. Никогда. Это точно. Да, вот мороженка. Маленькая совсем мороженое. Не знаю, сколько стоит. Загадываем. 2 лиры. Вот, друзья, я углубился в жилые районы здесь. Какие-то отельчики, частные дома. Вот такие плоды очень вкусные. Забыл, как это называется. Но вот эта штука стоит на базаре 25 лир за килограмм. Здесь у людей растет в саду просто. Я хочу дойти опять до этого пляжа, который называется Moonlight Beach. И там посмотреть, что там сейчас. Вот котик сидит. Котик в ошейнике, наверное, домашний. Здесь приятная детская площадка. Домой пошел. Кс-кс-кс. Хорошая кошечка. Кошечка, это кошечка. А может, котик? Нет, кошечка. Красавица, черная. А вон уже там и море. Похоже, вот. Что-то я там вижу, какая-то полоса такая. На горизонте синяя. Это, наверное, море. Здесь счастливые люди живут в своих домах. Прямо на берегу моря. Да, почему не жить, если деньги есть? Почему не жить здесь? Такой наш мир. Если нет у тебя денег, то у тебя нет права на жизнь в этом мире. Ну вот, ну не умеешь ты их зарабатывать. Может, ты хороший человек, можешь людям добро делать. Но вот не можешь с людей деньги брать. Не умеешь, например, свой труд оценить. Много есть таких людей, которым как бы стыдно за свой труд попросить больше денег. Ну, совесть им не позволяет или что-то, или воспитание, или привычки. Они такие, ну, сколько? Ну, да ладно. Ну, ладно, и так сделаю. Да вот, и вообще и бесплатно, и так и живут всю жизнь. А потом, когда приходит время, и у них нет ни копейки, то они становятся никому не нужны. Если у тебя нету вот этих бумажек, нарисованных кем-то, то ты не имеешь права жить в этом мире. Но на море я могу посмотреть. Имею право посмотреть, если у меня нет денег. На волны, на небо. Или кто-то приватизировал тоже. Море. Здесь отели, здесь я был уже в прошлый раз. И вот сейчас пришел. Сейчас хорошая погода. Вот это Moonlight пляж. Пляж Moonlight. Вот он и есть. И сейчас здесь уже сезон, друзья. Вот. То, что было пусто в прошлый раз. Никого не было, людей не было. Сейчас уже все, вот. Пляжик. Это курортная зона. Я пришел в курортную зону, друзья. Что-то мне напоминает такое, я даже не знаю. Гоа, на Гоа тоже не похоже особо. Гоа немножко по-другому, там все как-то более дико. Может быть, южный Гоа чем-то напоминает. Но все равно вот сезон. Смотрите, какой отель. Здесь кафе. Люди сидят в кафе. Вот лавочка. Вот здесь можно посидеть, да. И давайте я здесь как раз и посижу на этой лавочке и посмотрю на море. Это бесплатно. Я надеюсь. В прошлый раз я здесь гулял.
было пустынно, а сейчас можно даже не узнать, что это то же самое место. Только вот яхты напоминают, что это то же самое место. Детская площадка, здесь уже дети. Ну здесь такое место, вот куча отелей около берега. Те отели, которые вдоль всего этого пляжа, это, кстати, все включено. Люди приезжают тут на пару недель и лежат на лежаке 2 недели. Если помните, в прошлом видео про Кемер мы вот здесь были. Было все пусто, только одни вот эти стояли грибки. А сейчас вот так. Сезон. Интересно, до какого здесь сезон, до какой даты продолжается сезон, когда он заканчивается. Наверное, уже надолго. Здесь сезон длинный, туристический. Вот интересные такие шалаши, беседки с соломенной крышей. Вот это мне нравится. Давайте зайдем на пирс, поснимаем с пирса. Пляж весь приватизирован. Может туда, если проехать. Но на чем туда проехать? Я уже устал ходить, честно говоря. Если бы я приехал с велосипедом, я бы проехал туда, вон там какая-то скала красивая. Спуск к воде сделан, видите. Не, на самом деле так классно. Все хорошо здесь, очень приятно. Просто не радует ничего сейчас. Да. Ничего не радует. Не вода вот такая прозрачная. Отсюда, с этого пирса, я запускал дрончик. Хорошая погода. Почти безветренная. Есть немножко бриз такой легкий, но не особо. В принципе, для дрона нормально. Он не ругался на ветер. Может быть, пройду сейчас еще куда-нибудь, посмотрю. Какие-нибудь еще места более пустынные, где поменьше людей. Красивая мостовая. Смотрите, какая замечательная мостовая здесь. А вон там рынок. Продают всякую туристическую шнягу. А вот эта скульптура мне нравится. Какой-то античный воин на пегасе, на летучем коне. А там ребята поют песни. Сидят на травке, тепло, хорошо. А почему-то вот люди с этими сумками, с чемоданами или только приехали, или улетают. Хорошо поют. Здесь какая-то вот фишка с пегасами, с этими летучими конями. Смотрите, это технократический конь. Вот он сварен из металлических кусков.
какие-то вот части от плиток каких-то, печек. Цепь велосипедная, а это мотоциклетная цепь. Такой конь. Конь-огонь. Металлический. Посидел, позапускал дрон, настроение улучшилось. Вот давайте пройдем через вот эту, через вот эти сердечки разноцветные, радужные сердечки. Радуга-дуга. Автомобиль очень крутой, как в компьютерной игре, друзья. GTA 5. Вообще. Вот Бургер Кинг, может быть, здесь можно капучино выпить. Я что-то захотел кофе. Есть я не хочу, я поел здесь в кафе, очень вкусно. Такой котик ко мне там подошел, когда я ел в кафе. Мне пришлось его покормить, потому что он очень жалкий. Он почти не видел, что-то у него с глазками. И он очень пугливый. Ну, я его покормил. Половину того, что у меня было, я скормил этому котику. Да. Здесь у нас Бургер Кинг. Что, у них есть кофе? Ага. Вот 9 лир всего. Я уже приготовился платить 17, как обычно. Ну, маленький стаканчик. 9 лир. Нормально, больше не надо. Очень хорошо. Честно говоря, кофе здесь в Бургер Кинге был не очень. Мне сказали, что у них есть капучино, но это был явно не капучино. Непонятно что. Просто если развести растворимый кофе в воде, добавить сахара, вот будет то, что там было у меня за 9 лир. Поэтому, друзья, чудес не бывает. Давайте посмотрим, что тут на рынке продают у нас. Здесь вот рыночек около моря. Всякие фенечки красивые. Этот парень делает эти фенечки здесь прямо. Он Будда. Да, здесь такой, как сказать, туристический хлам. Иногда приятный хлам, честно говоря. Вот, можно купить фенечку. Это прикольно. Видите, здесь даже похоже камни натуральные. Вот на бирюзу похоже что-то. This is turquoise, really? Yes, this is turquoise. Turquoise, very nice. Okay, very good, thank you. Thank you. Это, говорит, настоящая бирюза, там у нее туркуаз. Что-то еще есть. Ну, это вот такое все. Вот берут камень и разрисовывают его. Просто камень, гальку с пляжа. И можно вот зарабатывать деньги, друзья. Просто берете камень на пляже, подбираете, приходите на пляж с сумкой, набираете сумку камней, покупаете краску, идете домой, разрисовываете эти камешки красиво. Или просите вашего сына или дочку разрисовать. Потому что для этого не надо особо учиться. И потом приходите, продаете, и все. Бизнес. Молодцы люди. Половина магазинчиков закрыта. Здесь косынки неплохие. Здесь игрушки. Знаете, что мне надо, друзья? Мне нужен туалет. Вот. Смотрите. Красота. Очень все красиво, но абсолютно не нужно. Если пройти туда, в ту сторону, там что-то другое. Давайте пройдем, посмотрим, что есть. Здесь очень много людей. Когда я сюда приезжал последний раз, не знаю, недели 3 назад это было, наверное, да? Здесь вообще никого не было, вообще никого, ни одного человека. А сейчас вот сразу сезон начался. Опять я вышел к пляжу. И здесь слева меня ряд отелей, все включено. Вот сюда, если вы купите тур какой-нибудь и приедете сюда, в Турцию, в Кемер, скорее всего, вы будете жить вот в одном из этих отелей, здесь на пляже. У вас будет такой распорядок: встаете утром, поели, идете купаться, загорать, потом опять идете есть, потом опять идете купаться и потом идете спать.
можно съездить куда-нибудь вот на экскурсию. Видите, вот, пожалуйста, куда-нибудь. Начинается хорошее время, ветерок такой, ну, к закату дело. Самое мое любимое время. Я хочу пройти туда, в конец этого пляжа. Может быть, там еще запустить дрончик. Немножко ветрено сейчас. Я включил микрофон. Вот этот петличку. Он хорошо работает во время ветра. В ветреную погоду он почти не задувается. Такое у него свойство, вот этот микрофон. Я не знаю почему. Микрофон камеры, хоть здесь и стоит ветрозащита, он все время задувается. Вот отели все включено. Между отельчиками есть вот такие магазинчики, где можно купить. Ну что здесь можно купить? Вот отсюда я вижу там алкоголь любой на выбор. Пиво, шампанское, водка, все остальное, мороженое. Кошка ходит. Потом вон есть там всякие сандалии, шлепанцы, сланцы. То есть такое все, что вам пригодится здесь на отдыхе. Такие магазинчики. Вот отель. Какие-то они все серые отели. Я бы сделал разноцветными лучше отельчики. Да, вот посмотрите, они все какие-то серые, серого цвета. Особенно вот этот, он прям как какое-то военное здание. Этот отель. Ну и я вот смотрю, отдыхающие тут ходят с такими браслетиками от отелей. Ну вот это мы с вами уже смотрели в прошлый раз. Если вы что-то выбрасываете в помойку, через какое время это разлагается. Написано, что батарейки разлагаются 300 лет, это неправда. Я думаю, что от батарейки ничего не останется за пару месяцев, если она попадет в землю. Потому что там в батарейке? Там в основном цинк, какой-то электролит, ничего особенного там нету. Цинк растворяется очень быстро. Вот еще один отель. Вот этот поприятнее сделан, да, вот он не серый. Он такой светленький, бело-кремового такого цвета. И там я вижу очень такие террасы красивые. В общем, молодцы. Красиво все построили. Но здесь приятно гулять. Вот по этой дорожке, если бы я приехал сюда с великом, то тоже было бы приятно здесь кататься. Я не знаю, можно ли на этом автобусе везти велик. Может быть, за отдельную плату можно его закинуть там в багажное отделение в автобус и провести, потому что велик у меня складной. Но я его ни разу еще не складывал. Вот как я его купил, сколько он у меня уже? Месяца 3, наверное, у меня этот велосипед. Может, чуть меньше, чем 3 месяца, но около того. Я ни разу не складывал, хотя он складной. Теоретически его можно увезти на самолете отсюда. Я бы, конечно, предпочел его увезти, чем продать за копейки какие-то. Потому что велосипед очень хороший, электрический велосипед, бомба просто. И к тому же я его настроил. То одно, там, как обычно, знаете, в магазине покупаете велосипед, надо сразу носить и нести его в этот самый в сервис. Я сразу не повез в сервис и вот катался, то одно открутилось, то там педаль открутилась, то колесо открутилось. Потом спицы были плохо настроены на заднем колесе. Я отнес в мастерскую, там мне все настроили, 100 лир заплатил за настройку вот этих спиц, колеса, ну и всего остального. Так что велосипед сейчас в таком хорошем состоянии. Катайся и катайся. Если придется уехать, жалко его оставлять, ну в смысле продавать кому-то. На вторичном рынке дорого вы не продадите, ну в смысле даже за свою цену. Надо большие скидки делать. И я бы забрал с собой, если куда-то даже в Индию уезжать, вот насовсем отсюда, если я бы забрал с собой велик и забрал с собой Рокси. Я не знаю, что более реально забрать, велик или Рокси. В принципе, наверное, Рокси можно забрать, но как ей будет в Индии? Предположим, я приеду в Индию, и каким-то образом мне получится вывести кошку в Индию. Вот, ну, приехал я с кошкой в Индию, да, к себе и живу во Вриндаване, в этом жарком Вриндаване. Ну, у меня есть кондиционер, я надеюсь, что он там работает, и есть электричество, да, и кошка со мной. Но по этой визе, которая сейчас электронная дается, даже на 5 лет надо выезжать каждые 3 месяца. Прожил я, скажем, с кошкой 3 месяца, мне надо куда-то выехать, чтобы не было нарушения визового режима. Мне надо куда-то выехать, кошку либо с собой брать, да, в Непал, либо оставлять эту кошку где-то кому-то, а кому там оставлять. Котенок похож на того кота, который у меня во Владивостоке был. Иди сюда, иди, красавец, иди ко мне. Кс-кс-кс. Иди сюда, иди. Ты такой красивый, серый, с полосками, пушистенький котенок. Ну, уже не совсем так котенок маленький, но он уже подросток. Скоро, уже через месяц будет настоящий кот большой. Пока. Иногда здесь очень красивые кошки, коты попадаются. Ну, прям вот супер, в таком состоянии, классном. А иногда попадаются не очень. Вот сегодня котик, он какой-то, у него с глазками что-то было. У котика, которого я видел в кафешке.
А он все ел. Вот моя кошка, да, допустим, если я дам своей кошке макароны, она не будет есть макароны. Вы что? Рокси будет есть макароны? Не, никогда в жизни. А этот, я ему и хлеб давал, и макароны давал. Ну, конечно, курицу давал ему тоже, он ел курицу. Я ему половину курицы отдал. Думаю, лучше я тебе, думаю, отдам курицу эту. Я ем здесь курицу. Все-таки я так соскучился по индийской вегетарианской еде. Очень соскучился. Здесь мне приходится, ну, здесь особо ничего нет такого, вот, чтобы как в Индии, знаете. Вот в этой кафешке я ел, друзья, в прошлый раз, когда приезжал сюда. Вот это очень хорошее кафе. Вот это кафе. Здесь я что-то вкусное ел в прошлый раз. Здесь вот есть фонтан, который не работает. Видите, какой фонтан, камни красивые вот такие. Я немножко отошел от этих отелей, все включено, они там остались позади. И здесь как-то вот поприятней. Немножко такое место. Не так много вот этих лежаков, зонтиков. Такой парк приятный тоже. Я бы поел в этом кафе снова, но я не хочу есть, я уже наелся. Как всегда, я приезжаю сюда, в Кемер уже второй раз, и у меня такое, какая-то сначала депрессия, знаете, какая-то тоска. Не знаю, может потому, что здесь хорошо и чем-то напоминает Гоа. А потом я так вот гуляю, потом поем чего-нибудь, посижу. И у меня становится хорошее настроение. Потом у меня закончился интернет на телефоне, этот план очередной. Постоянно дорожает, знаете, каждый месяц. Я приехал когда сюда, интернет был, те же самые вот количество гигабайт было. Вот то, что я покупал здесь за 80 лир, сейчас стоит 100. Да, то есть 20% фактически, на 20% дороже. Тоже количество гигабайт, там 18, по-моему, гигабайт, что-то такое. А сейчас я взял 24 гигабайта или 20, ну, в общем, 20 с чем-то, 21, да. 21 гигабайт, 105 лир. То есть постоянно дорожает. Вот это все здесь. Лира обесценивается тоже и дорожает. Не знаю почему, вот так в Турции. Вон беседка классная, похоже, как во Вриндаване есть такое место в парке, где искон Гошала, коровник. Там вот похожее какое-то место есть, там растет туласи. В принципе, я могу сейчас сесть, взять такси, поехать в этот самый, во Вриндаван, хотел сказать, взять такси, поехать во Вриндаван. Да. А поехать к себе туда, в Анталию. Ну, я, конечно, на автобусе поеду. А я отклонился, потому что здесь вот этот огромный отель. И он стоит просто на моей дороге. И я не знаю, как его обойти. Может, его можно обойти там по морю где-то. Давайте попробуем вот здесь обогнуть его по этой тропинке. Там люди сидят вот в беседке. Тоже хорошо. Я был здесь. В прошлый раз приходил сюда. Но тут никого не было, было пусто. Сейчас. Вот они, друзья, вот эти камешки, которые они здесь собирают, на них рисуют краской что-то. Узоры разные. И продают потом. Вот такой понтон. Ребята с ним что-то делают, плавают там. А здесь небольшая сцена. На сцене можно играть концерт, рок-концерт устраивать. Здесь вот так. Хорошо стало. Я когда здесь был, первый раз, когда я приезжал в Кемер и сюда, приходил такой ветер, он просто сдувал, нельзя было идти нормально. А сегодня замечательная погода. И может быть я сейчас вот здесь попробую запустить свой дрон еще раз. Вот здесь. Потому что скоро, смотрите, скоро солнце зайдет за гору и все. На этом световой день наш закончится с вами. Давайте подготовим дрон, пока еще не стемнело. У нас пока хорошая погода. Дрончик разложим. Вот так дрончик.
он очень красиво. Солнце садится за гору. Красота. И я буду возвращаться как-то. Какое красивое, чистое, такое изумрудное море, друзья. Здесь, в Турции, вообще вот это вот Средиземное море. Именно изумрудная вода, как изумруд. В Индии вы не увидите нигде, даже в Гоа, нигде вы не увидите воду такую вот, прозрачную, чистую воду. Сейчас они на нем плавали, там купались, на этом плоту. Прямо такая площадка. В воду закидываешь ее и можно нырять с него. Там даже пирс перекрыт был, вот рядом с тем местом, где я запускал дрон. Написано «Пирс платный». Использование пирса платное, кроме гостей отеля. Вот в этой части пляжа хорошо. Вот где вот этот сам парк. Вот это кафе хорошее. Посидеть там можно. Что, вот этот дом перевернутый. Он как раз и напротив этого места, которое мне нравится. Все рядом здесь. На самом деле маленький городок очень. Туда бы внутрь зайти, конечно, было бы интересно. Там все перевернутое тоже. Как музей такой перевернутого всего. Музей перевернутого всего. Специально окна пыльные, чтобы никто не мог подсмотреть. Хочешь смотреть, заходи, плати денежку. Вот. Мы сейчас с вами выйдем как раз на площадь с часами. 500 метров здесь. Вон там река, русло. И вдоль реки получается вот такой красивый, приятный парк. Вот отель называется «Хрусталь». Crystal Hotel. Здесь вот стадион есть, видите. Какие-то проходят соревнования. Может, футбол. Тут любят в футбол играть. Вот. Если в Индии любят в крикет, а здесь футбол. В крикете, в футболе-то я еще понимаю, да, я могу там разобраться, что происходит. А когда в Индии вот чемпионат мира по крикету, то я вообще не понимаю, что там происходит. Кто-то бросает мяч, кто-то куда-то бежит. Бросили и минут 10 стоят, что-то разговаривают, потом опять бросит этот мяч, кто-то побежал, прибежал, убежал. И опять минут 10 разговаривают. Это странная игра, но вот в Индии все фанатеют по этому крикету. И даже во Владивостоке, там на Русском острове, в университете у нас учится много студентов из Индии, и они тоже там все время играют в этот крикет в Владивостоке. Вот, все, я пришел уже. А вот это автобусы в Анталию и из Анталии. Вот они сюда как раз и приезжают. Там красивая мечеть, гора, и за горой садится солнце, друзья. Красота. Вот, друзья, знаете, где туалет? Вот в углу площади. И все цены, все цены здесь на рынке в евро. 12 пар носков стоит 5 евро. Ну, это дешево. А вот такой туалет. Красивый, чистый. Ну и платный. Посмотрим, сколько стоит. Здесь магазин даже. Ну что, очень даже. Смотрите, какой туалет, как в аэропорту. На самом деле. Очень хорошо. 5 лир стоит вход сюда. Hello. Hello. Магазин. Можно? Магазин? No. Thank you. Thank you. Bus. Анталия. Анталия. Thank you. Okay. Сходил в туалет, умылся, как заново родился. И чуть не хочется пока ехать в Анталию, может, еще погулять где-то. Не, наверное, поеду. Там Рокси ждет. Еще приедем сюда, друзья. В следующий раз поедем с вами в Фазелис, точно, 100%. И уже поехали. Смотрите, как я успел. Обалдеть. Засветло уезжаю, в принципе. Вот это хороший автобус, кстати. Я на простеньком приехал сюда. Но тоже он оказался экспресс на самом деле. Это не такой вот, который на каждом перекрестке останавливается. Вот такой же экспресс, как этот. А этот вот с хорошими сиденьями, с такими, в которых спать можно, в принципе, даже. Как в самолете. Я бы хотел приехать сюда, в Кемер, с ночевкой. Какую-нибудь гостиницу арендовать недорогую где-нибудь. На ночь просто. И приехать. Едем. Да, вот он. Это рынок Кемера, друзья. Вот здесь мы сейчас гуляли с вами. Вот и Отогар, то есть автовокзал.
легко запомнить. Ото Гар от слова гараж. Ото Гар. А также называется станция трамвайчика. Видите, внутренности автовокзала. Очень хороший, красивый автовокзал современный. Можно вот так заглянуть в окно на магазинчик. Да. Там вон билеты продают, кстати, наверное, на какие-то, ну, такие направления. Куда-то далеко, если ехать, например, в Истамбул, если вы хотите поехать на автобусе. Наверное, надо заранее покупать билет. А в Кемер тут прямо в автобусе. Платишь ему на выходе 27 лир и все. Ну, здесь, кстати, ресторанчик есть. Смотрите, какой классный ресторанчик. Вот сюда налево я поворачиваю и как раз намаз. Видите, время намаза. Где-то мечеть там справа и поют. Мне еще на трамвае сейчас, наверное, полчаса ехать, если не больше. Эта движущаяся дорожка, когда вы выходите из нее, она прям вас выбрасывает, как пинка под зад дает. Вот такой дисплей показывает прогресс нашего движения, нашего трамвайчика. Тоже подземная станция, видите, друзья? Мы пошли гулять, а Рокси боится лифта. Она очень боится лифта, у нее клаустрофобия. Все хорошо, не плачь, видите, как она боится. Боится лифта, постоянно, всегда плачет в лифте. А чувствуешь, что он движется? Все, сейчас откроется. Все, иди. Все. Вот. Рокси гулять пошла. Пойдем, Рокси, иди сюда. Иди. Пошли. Молодец, хорошая кошка. Пойдем, погуляем. Вот. Друзья просили показать, как мы гуляем с Рокси. Вот так мы гуляем с Рокси. Исследуем местность. У нее длинная веревка. Она может вот так ходить. О, видите? А я сегодня весь день был в Кемере, она одна. Весь день пролежала, проспала. И я подумал, что хорошо будет с ней погулять немножко. Она должна хотя бы двигаться, ходить. В комнатке маленькой моей. Ей ходить как бы и некуда особо. Немножко так она, видите, хвост трубой. И так она в режиме исследования. Видите, она так аккуратно, осторожно. Надо камеру ей прицепить маленькую, купить камеру и на ошейник повесить. Давай, давай, на улицу. Рокси, на улицу. Пойдем на улицу. Мы с тобой гуляем. Она не хочет гулять особо, я ее силой вытащил сейчас. Я ее из комнаты, она бегом назад в комнату. У нее клаустрофобия, она очень не любит в лифте или не любит в переноске, вот в этой коробке, в которой кошек носить. Замуровали демоны, да? Замуровали демоны. Мяу. Ага. Не нравится в лифте? Перегрузки здесь. Он быстрый. Все, приехали, все приехали. Выходи. Пошли домой. Домой? Опа. Как она с удовольствием возвращается. Сейчас пойдет прятаться в свою норку, наверное. Сразу после того, как я с ней гуляю, она идет прятаться за кровать. У нее стресс. Ну, может, сейчас не пойдет. Пошла воду пить, видите? Пошла, спряталась. Ну, удивительно, как она на улице жила. Она же ко мне пришла с улицы, а она вот так не любит улицу. Будет там сидеть минут 20. Потом выйдет потихоньку. Или если я позову, если я туда загляну к ней, ну, в дырочку так подниму там одеяло, я скажу: Рокси, выходи, она выйдет. Рокси, выходи, айранчика хочешь? Рокси, вот она вышла, видите, я позвал, и она вышла. Айранчику хочешь, Рокси? Смотри, айранчик. А ты знаешь уже, что это такое? Пойдем. Ну, конечно, айранчик. Это вещь.